И всем привет, с вами Автомыш, и это вторая часть о машинах просто. Так что, если ты до сих пор еще ничего не знаешь о машинах, но очень хочешь, это видео специально для тебя. Потому что я тоже была тупой, как я говорила уже в первой части, но я буду говорить это всегда. И сейчас я, можно сказать, почти шарю, так что оставайся со мной, слушай, смотри. У нас впереди много всего интересного и познавательного, так что поехали! Ой, блин. Вот мы вылезаем из-под машины и залезаем в саму машину. Что мы можем увидеть? Какая у машины коробка? То есть это у нас обычно бывает либо автомат, либо механика, либо робот, либо вариатор. И самое у нас распространенное, хотя уже даже не знаю, может и не самое, это механика. Механика подразумевает под собой, что вы сами меняете крутящий момент. Крутящий момент — это оборотики, которые вот в самом левом углу вам показывает машинка. То есть, когда двигателю надо поменять крутящий момент, вы вот переключаете первый, второй, четвертый, пятый. Чаще всего в механической коробке у нас 5 ступеней. Плюсы механической коробки: она простая в конструкции, то есть вы можете экономно ехать. А-ля вы включаете, смотрите, сколько у вас моментальный расход, и по нему едете, и там переключаете как бы передачи, подстраиваясь по то, хотите вы сожрать бензин или же не хотите. Потом вы можете вылезти из сугроба, вот по бездорожью всему вот этому вот говну проще, чем на автомате. То есть вы сами решаете, как вам кататься туда-сюда, там задний, передний, погазовал и вылез. На автомате есть некоторые сложности в этом. И плюс, если вы положите механическую коробку, то это выглядит, немножко дешевле, чем автомат. И масло в механической коробке меньше заливать, чем в автоматической. И единственный минус механической коробки, наверное, скорее всего, даже не единственный, их, наверное, много. Но это когда вы едете в пробке, и вам надо постоянно тыркаться. Вот это сложно, да. То есть там тут нейтральная первая, нейтральная первая. Вот это, да, немножко сложно. Но привыкаешь, во всяком случае, привыкаешь. Автоматическая коробка передач. Это, короче, очень умная коробка. Она сама за вас все переключает. Такая она молодец. Она бывает как 5-ступенчатая, так 6-ступенчатая. Включает она в себя насос, турбину и статор. То есть, как я уже говорила ранее, в автоматической коробке намного больше масла. Там имеется такая штучка, как гидротрансформатор. И именно с помощью него все вот это вот и переключается. То есть там масса в голову ударила машинки, и она такая: все, пора переключаться. То есть как-то автомат так работает, если просто говорить. Если сложно говорить, там что-то очень сложно все. Плюсы автоматической коробки. Комфорт. Ты жмешь на одну педаль и не думаешь ни о чем. Также плавность хода во время переключения передач. То есть вы не будете тыркаться, например, как на механике, если вы вдруг при малом количестве оборотов включили другую передачу, и она такая тыдых, или наоборот. Вот. Защита деталей двигателя от перегруза. То есть машина сама знает, сколько ей нужно крутящего момента, когда ей надо переключиться. И то есть вы не убьете двигатель так быстро, если вы будете суетологом на механике. Вот. Если вы будете суетологом на автомате, вы вряд ли будете суетологом, в принципе. Но зато не убьете двигатель. Минусы. Стоимость. Стоимость починки автоматической коробки дороговаты. Большое количество масла, которое надо менять каждый сезон. Смотря кто как. Кто по километражу, если много ездит, там почаще меняет, если мало ездит, пореже меняет. Большой расход топлива, но тут, знаете, спорный вариант. У некоторых моих знакомых на автомате, например, расход намного меньше, чем у меня. Следующий у нас тип коробки — это робот. Робот очень сомнительная штука на самом деле. Там определяется переключением передач
электроблоком. То есть, как мы уже сказали, робот, значит, коробка электрическая. Есть многие плюсы в роботизированной коробке. Это плавность переключения, экономичный расход топлива, высокая динамика. На этом, наверное, все. Потому что там нет никаких плюсов. Дальше только минусы. Это ненадежность. Во всяком случае, так еще и чинить это дороговато. И чувствительность к тяжелым условиям. То есть там снега, вот эти вот, как у нас любят в городах везде, сугробы. Вот эта коробка этого не любит. Так что... А дальше, идет дорогая починка, стоимость деталей дорогих. Вот. Вариатор. Какая-то неведомая штука, но все ее особо не любят. Почему? Сейчас расскажу. Как работает, во-первых, вариатор. Есть ведомый шкив. И он то сдвигается, то раздвигается. И тем самым двигает в коробке ремешок. Ремешок, он такой, типа, говорит: алло, нам нужно изменить крутящий момент. И меняют крутящий момент. Вроде как-то так работает. Как это еще проще объяснить и более подробно, я не знаю. Потому что для меня вариатор это что-то непонятное. И зачем оно нужно, я не знаю. Плюсы вариатора. Это незаметное переключение передач. То есть без рывков, без всего вот этого. Но я даже не знаю, плюс это или минус. Я люблю, когда вот это... Ты чувствуешь себя гонщиком нелегальным. Экономичный расход топлива. Да, никуда не едет. Много не жрет. Высокая динамика. То есть драйв, как говорят, есть. Что-то сомнительно, конечно. А дальше минусы. Это дорогая стоимость починки, вот этого вот всего. Несовместимость с мощными моторами. То есть, если у тебя там кобылок предостаточно, она не вывезет. А также огромное количество датчиков, которые смогут сломаться. И ищи их, а потом еще и покупай их за дорогую цену, отчинить дорого, короче, вот. Впрочем-то, думаю, на сегодня все, потому что и так уже достаточно много информации. Для меня это тяжеловато. Так что следующая, наверное, тема видео будет это двигатели. Там вот это вот ваши шестнари, восьмиклапы, вот фарклюшки, я шарю. Сейчас все. С вами была Автомышь, ваш учитель, который сам ничего не знает. Всем спасибо за внимание. Подписывайся на мой ТикТок, Инстаграм, там ВК, еще куда-нибудь. Вот, Телеграм-канал, где я еще есть. Всем пока. И если ты вдруг досмотрел это видео до конца, то просто представь, что мы разговариваем с тобой вот так вот близко, сидя у меня в комнате. Видео, конечно, закончено, но я лишний раз хотела бы сказать, что я вас очень сильно люблю. Я очень рада, что вы до сих пор на меня подписаны, смотрите, узнаете в моей жизни что-то новое, задаете мне вопросы и проявляете какую-либо активность. Так что мне будет очень приятно, если ты мне в Инстаграме напишешь, о чем можно было бы еще снять по теме о машинах просто, а также я хочу вернуть такую тематику, как пацанский переводчик. И как бы я уже вроде как все перевела в ТикТоке, но сленга появилось немножко побольше в автотематике. И если ты вдруг слышал или слышала непонятное для тебя слово из уст автовладельца, и это относится к машине, обязательно напиши мне про него в Инстаграме, и мы разберем это с тобой вместе здесь. Так что научу тебя шарить во всех этих ваших автосленгах. А также знающие люди, которые посмотрели вдруг мое видео. Зачем, конечно, я не знаю. Но а вдруг, а что? Извините, если были какие-то неточности, потому что я рассказывала так, как рассказывали мне мой дед, прадед. На самом деле нет. Просто пацаны, на районе. И я более-менее это поняла. Так что... поменьше хейта, осуждения, а то я буду плакать. Пожалуйста, не нужно. И еще раз, я вас всех очень сильно люблю. Так что оставайтесь со мной. Я постараюсь вас радовать контентом. Наконец-то скоро будет тепло на улице. Я буду снимать наконец-то на улице. Буду что-нибудь делать с машиной. Скорее всего. Продавать, например. Ой. Так что ждем асфальт. Наконец-то уже. И будет поинтересней.
А то я сижу дома, потому что на улице очень холодно, я не хочу уходить на улицу, и снимаю дома. Так что будет лето, даже не лето, а весна, будет поинтереснее, будем заниматься какой-нибудь фигней на улице, докапываться до людей. Нет, не буду, наверное, вот. Ну, теперь пока, точно пока.